Интернет полон историй, в которых верные собаки остаются мысленно с умершими хозяевами. Они верны им, также ждут и верят, что они еще воссоединятся. Это крайне печально, ведь животное часто очень страдает. Ничуть не меньше, чем в подобной ситуации человек. Самое интересное в этом всем то, что подобные истории повторяются достаточно часто. Вот и на этот раз случилось нечто подобное. Удивительная история о рождении мальчика по имени Бенса у венгерской пары Клаудии и Тамаша. Когда мальчик родился, у него была полная голова снежно-белых волос, что очень удивило родителей и медперсонал в больнице. Сначала все беспокоились, что это может быть признаком альбинизма или другого заболевания. Но тесты показали, что ребенок абсолютно здоров. Причина его необычных белых волос оставалась загадкой. Позже выяснилось, что и отец мальчика Тамаш тоже родился с серебристыми волосами, которые со временем потемнели. Ученые пришли к выводу, что белые волосы Бенсы – это совершенно новый ген, который возник у него в результате случайной мутации. Так что малыш Бенса уникален в своем роде. Родители были потрясены, узнав, что их сын настолько необычен. Врачи объяснили, что со временем цвет волос Бенсы может измениться, но пока он обладатель самых уникальных белых волос в мире. Но вскоре мальчик умер, и у него осталась его любимая собака. Собака очень грустно перенесла потерю любимого хозяина. Собака буквально поселилась на могиле своего любимца. Все началось с того, что хозяин этой собаки покинул этот мир. Грустное событие сразу дошло до сознания животного, и она скорбела совершенно по-настоящему, вместе со всеми. После погребения та отправилась на могилу своего бывшего хозяина и стала рыть там яму. Все вокруг только и удивлялись тому, как же остро переживает все это собака. Было невероятно жаль эту овчарку, видимо, у нее совсем никого не осталось. Однако после того, как местная девушка-волонтер стала присматриваться к собаке, о которой ходило столько слухов, она поняла, что дело не только в скорби от утраты. Когда собака поселилась на могиле своего умершего владельца, все думали, что так она оплакивает лучшего друга. Но когда одна женщина решила получше изучить этот печальный случай, под могилой она обнаружила нечто такое, что никто не мог себе даже представить. На кладбище работники заметили, что одна скорбящая собака приходила туда каждый день и ложилась у надгробья своего хозяина. Потом она стала уходить оттуда только в поиске еды. Все остальное время она проводила там. Теперь она уже жила на кладбище возле своего хозяина. 3 года назад эта фотография распространялась в интернете как лесной пожар. Собака лежала в яме под надгробным камнем на кладбище в Сербии. Все предполагали, что собака оплакивает своего хозяина и отказывается оставить его. Казалось, что, сделав яму под надгробным камнем, собака чувствовала себя там, как дома. Она лежала в своем маленьком укрытии днем и ночью. Увидев знаменитую фотографию, одна женщина решила пойти на кладбище, чтобы узнать больше. Когда Весна Михайловски нашла ту самую могилу с фотографией, она обнаружила нечто удивительное. Оказалось, что собака вовсе не скорбела по хозяину, она охраняла что-то очень важное для себя. Под надгробием она спрятала своих крошечных новорожденных щенков. Неравнодушная Весна забрала собак домой и дала возможность уставшей матери немного отдохнуть. Не имея ни еды, ни воды, собака изо всех сил старалась дать своим новорожденным щенкам шанс на выживание. К счастью, Весна вмешалась вовремя и смогла позаботиться о маленькой семье. Теперь главной задачей женщины было восстановление здоровья собаки и ее щенков. Для бездомных и больных собак практически невозможно самостоятельно позаботиться о своем приплоде и сделать так, чтобы все выжили. Но благодаря Весне все в этой семье получили необходимую помощь. Имея достаточное количество еды и воды, щенки и их мама быстро восстанавливались. Вскоре здоровье членов симпатичной маленькой собачьей семьи окрепло, и собака-мама была в состоянии позаботиться о своих щенках, с небольшой помощью своего спасителя, конечно. К счастью, их жизнь изменилась к лучшему. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается около 200 миллионов бездомных собак. Это невероятное число, и каждый из нас может помочь тому, кто оказался в беспомощной ситуации. Разница будет только в количестве приложенных усилий, и поступок Весны является прекрасным примером этого. Если вы планируете завести собаку, вы можете связаться с вашим местным приютом для животных и взять в дом бездомную собаку, чье сердце открыто для любви и верности.
Как думаете, можно ли это считать, что собака родила своих щенков именно у могилы бывшего хозяина подарком ему? Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.